Россия – одна из немногих стран, богатых практически всеми известными полезными ископаемыми, и не только горючими. Долгое время оценки запасов многих полезных ископаемых считались государственной тайной. В наш век информационных технологий эту тайну приоткрыли. Россия полностью обеспечена топливно-энергетическими ресурсами и в значительных размерах экспортирует энергоносители. Она находится на первом месте в мире по запасам природного газа, на втором месте по запасам угля, на третьем месте по запасам урана и на шестом месте по мировым запасам нефти. Доля России в мировых запасах составляет: нефти около 13%, газа 34%, угля 12%. Энергоресурсы в России находятся в основном в ее азиатской части: 75% всего угля, более 65% нефти и свыше 90% газа, в то время как население и производство сконцентрированы в европейской части. Такой дисбаланс создает проблему добычи и транспортировки энергоресурсов с востока на запад России. Для России топливно-энергетический комплекс приносит более 50% доходов федерального бюджета. Основа комплекса – это добыча энергоресурсов. Рассмотрим по порядку, где добывают эти ресурсы. Нефть не зря называют черным золотом. В процессе переработки человечество получает из нефти более 2000 различных продуктов. Помимо топлива это взрывчатка, парфюмерия, одежда, бытовая химия, пластмассы, резина, лаки и так далее. Все то, без чего не может представить себя современное человечество. Где же добывается в России нефть? Наиболее крупными нефтегазоносными бассейнами в России являются Западно-Сибирский, Лено-Тунгусский, Волго-Уральский, Темано-Печорский. Регионы-лидеры по добыче нефти: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Татарстан и Республика Башкирия, Самарская область, Красноярский край, Сахалин. Самые крупные месторождения нефти в России: Самотлорское, крупнейшее в России и седьмое по размеру в мире нефтяное месторождение. Расположено в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Предполагаемые полные запасы 7,1 миллиардов тонн. К слову, за весь период разработки нефтяной источник принес в бюджет страны более 245 миллиардов долларов. Ромашкинская находится на юго-востоке Татарстана. Геологические запасы нефти оцениваются в 5 миллиардов тонн. Приобское месторождение расположено в Ханты-Мансийском автономном округе. Геологические запасы оцениваются в 5 миллиардов тонн. Ленторское – гигантское нефтегазоконденсатное месторождение в России. Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи Лентора. Предполагаемые запасы 2 миллиарда тонн. Во многих районах параллельно с нефтью ведется извлечение газа. Природный газ не может похвастаться как нефть таким количеством составных продуктов из него. Но, если вы не сталкивались с заготовкой дров на зиму, но у вас дома тепло, а на улице холодно, скорее всего, постарался природный газ. Ведь преобладающее число котельных в населенных пунктах России работает на природном газе. Регионы-лидеры по добыче газа: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Астраханская область, Оренбургская область. Самые крупные месторождения газа в России: Уренгойское, уникальное месторождение, третье в мире по величине газовых запасов, которые превышают 10 триллионов кубических метров. Находится в Ямало-Ненецком автономном округе России, недалеко от Северного полярного круга, рядом с поселком Уренгой. Больше Уренгойского месторождения только сверхгигантское месторождение, состоящее из двух: Северное и Южный Парс. Оно расположено на территории сразу двух стран – Катара и Ирана. Ямбурское расположено в заполярной части Западно-Сибирской равнины на Тазовском полуострове в субарктической зоне. Баваненковское крупнейшее газовое месторождение на полуострове Ямал в России, расположено в 40 километрах от побережья Карского моря. Медвежье
Расположена в Ямало-Ненецком автономном округе в 50 километров к юго-востоку от поселка Ныда. Большое значение имеют шельфовые участки морей, омывающих территорию России, на которых обнаружено углеводородное сырье. Промышленная добыча нефти и газа ведется в Каспийском, Баренцевом, Карском и Охотском морях. Штокмановское месторождение – одно из крупнейших шельфовых газоконденсатных месторождений в мире. Расположено в Баренцевом море на север от Кольского полуострова. У меня есть для вас плохая и хорошая новость. Начну с плохой. По примерным прогнозам Росгеологии, исходя из актуальных темпов добычи ресурсов в России, нефти хватит на 30 лет добычи, газа на 70 лет добычи. А вот запасов угля России хватит примерно еще на 500 лет. Так что за уголь не переживаем. Россия находится на втором месте по запасам угля в мире после США. Посмотрим, где они находятся. Регионы-лидеры по добыче угля. Кемеровская область. Кузбасс является основным угледобывающим регионом страны, где добывается больше половины всего российского угля. Красноярский край. Республика Хакасия. Забайкальский край. Перечислим крупнейшие районы залегания угля. Тунгусский бассейн. Бесспорное мировое лидерство по критерию объема залежей угля принадлежит российскому Тунгусскому бассейну, который занимает площадь более 1 миллиона квадратных километров и охватывает территории Иркутской области, Якутии и Красноярского края. В Якутии и частично в Красноярском крае расположился второй из самых крупных в мире угольных бассейнов – Ленский, с запасами в 1647 миллиардов тонн бурого и каменного угля. Основная часть блока находится в бассейне реки Лены, в районе центральной якутской низменности. Кстати, в этом бассейне на Сангарской шахте, которая была законсервирована в 1998 году, спустя 2 года начался эндогенный пожар, который не потушен до сих пор. Канско-Ачинский бассейн. Блок расположен в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях. На его территории открыты около 3 десятков месторождений. Кузнецкий бассейн является одним из самых масштабных и засвоенных блоков на территории страны. В Кузбассе преобладающим является подземный способ добычи, который позволяет извлекать более качественный уголь, где добывается около 80% коксующегося и 56% каменного угля в России. Уголь – это первое полезное ископаемое, которое использовалось человеком в качестве топлива и являлось основным вплоть до конца XX века. Преобладающее большинство тепловых электростанций в мире используют в качестве сырья уголь. Более эффективным и экологичным источником электричества считаются атомные электростанции. В России действуют 29 энергетических атомных реакторов, обеспечивающих 13,2% общего производства электроэнергии в стране. Топливом для них в основном является уран. По данным МАГАТЭ, страна занимает 4-е место в мире после Австралии, Канады и Казахстана, располагая ресурсами урана. Минерально-сырьевая база урановых руд в России характеризуется относительно небольшим количеством запасов, которые могут рассматриваться в качестве активных в ближайшем будущем. Богатейшие действующие месторождения урановых руд расположены в Забайкальском крае, Бурятии и Курганской области. Больше всего урана добывают в Стрельцовском рудном поле, которое объединило в своих недрах 19 урановых и молибденово-урановых месторождений. Хиагдинское месторождение в Бурятии по сей день считается флагманским уранодобывающим центром. Приблизительные запасы урана здесь 10,8 тысяч тонн. Долматовское месторождение в Курганской области. Расположено около села Уксянское. Многие месторождения урана в России не разработаны из-за труднодоступности или экономической неэффективности. Подведем итоги. Крупнейшие месторождения нефти в России: Самотлорская, Ромашкинская, Приобская, Ленторская. Лидеры по добыче газа: Штокмановская, Уренгойская, Ямбурская, Баваненковская. Больше всего угля в России добывают в Кузнецком, Канско-Ачинском и Ленинском бассейнах.
Больше всего урана добывают в Стрельцовском рудном поле и Хиагдинском месторождении. Нефть, газ, уголь и уран являются невозобновляемыми источниками энергии. К примеру, США имеет больше запасов нефти, чем Россия, но часть закупает у других стран, сберегая тем самым этот стратегически важный ресурс для других поколений. Россия же с каждым годом только увеличивает объем экспорта. За последние 25 лет новых запасов в России открыто в 10 раз меньше, чем за предыдущие 25 лет. Многие еще советские месторождения истощаются. В России на одного человека потребляется около 4000 килограммов условного топлива, что почти в 2 раза больше среднемирового уровня в 2100 килограммов. С каждым годом население Земли возрастает приблизительно на 95 миллионов человек, соответственно, возрастает потребление невозобновляемых энергоресурсов. Это был обзор самых крупных месторождений нефти, газа, угля и урана в России. Надеюсь, видео было полезным. Оставляйте ваши комментарии к видео, очень интересно, что вы думаете на эту тему. И спасибо за просмотр. С вами был канал Просветись.